Город Кронштадт, улица Советская. Давайте узнаем, чем эта улица обязана Екатерине II, двум страшным пожарам и Николаю I. Эта улица прекрасна, ее строгая стройная архитектура завораживает. Но в этой улице много секретов. Например, почему на пьедестале памятника Беллинсгаузена закралась лишняя «Г». Прогуляемся вместе по улице Советской, раскроем ее тайны, вдохновимся этими параллельными архитектурными мирами, истинно кронштадтским контрастом. Один мир был создан, чтобы поддерживать другой, но в итоге история распорядилась по-своему. Как появилась улица Советская? Кто ее придумал? Какая роль ей была отведена? Давайте для начала посмотрим на нашу героиню свысока. Ее история началась в 1761 году, когда архитектор Савва Иванович Чевакинский создает генеральный штаб Кронштадта. В нем почти вся застройка изменена. Впервые появляются очертания канала, который впоследствии станет обводным. Впервые мы видим замысел главной улицы города вдоль северной стороны канала. Только этот план так и не был утвержден. Вернулись к нему лишь спустя 20 лет. То ли это архитекторская сила визуализации, то ли череда случайных событий, но разгорелись два пожара, из которых и воплотилась наша улица как феникс. 23 июля 1764 года. Страшный пожар уничтожает большую часть города, Петровскую застройку. 13 мая 1783 года. Загорелось и очень серьезно пострадало Петербургское адмиралтейство. Казалось бы, при чем здесь это? А очень даже при чем. Женские переживания, особенно если это переживания императрицы, способны творить чудеса. Адмиралтейство в Петербурге расположено слишком близко к Зимнему дворцу. И правившая в те времена Екатерина II не захотела мириться с постоянной угрозой повторения пожара и легкой рукой издала указ от 28 мая 1783 года о переводе Адмиралтейства в Кронштадт. Разбираться с этой идеей пришлось специальной комиссии, и вновь план Чевакинского был положен на стол. Адмиралтейству нашлось идеальное место, а обводный канал приобрел новую функцию – помимо транспортной, оберегать город от пожара. Поэтому и нашу уникальную улицу вдоль северной части канала решили сделать широкой и чистой. Один план строительства предложила комиссия. Второй план составил главный командир Кронштадтского порта адмирал Самуил Карлович Грейг. Вовсе не профессиональный архитектор. И Екатерина II утвердила именно его план. Грейг был поставлен во главе строительства Адмиралтейства, а архитектором почти всех поставленных зданий стал Михаил Николаевич Ветошников, недюжинные способности и талант которого до сих пор можем оценить лично мы, собственными глазами. В 1789 году начали рыть Адмиралтейский, Портовый, Екатерининский, а ныне обводный канал в центре Кронштадта. Гранитом выложили не только его берега, но и дно. Работы были более чем масштабными. За 12 лет были выстроены канатно-предельный завод со Смольной и Пенковым сараем, сухарный завод, кузница, 7 магазинов, 3 мастерские по изготовлению парусов, несколько хозяйственных строений и жилых корпусов. Однако грандиозного новоселья так и не случилось. Требовалось слишком много энергозатрат, усилий и, кроме того, чиновникам вовсе не улыбалась идея покинуть блистательную столицу и перебраться в далекий Кронштадт. Так что после смерти Екатерины II чиновники утерли пот со лба и от мысли переносить Адмиралтейство в Кронштадт отказались вовсе. Но все это было не зря. Почти четверть города, занимаемая Адмиралтейством, пусть и не полностью достроенным, приносила немалую пользу Отечественному флоту. А для нас с вами самая большая ценность той затеи Екатерины II – это, конечно, героиня нашего выпуска. Сегодня мы можем вдоволь насладиться эстетикой разрушения загадочного и недостижимого южного берега обводного канала. Учитывая темпы развития Кронштадта, уверены, что все скоро восстановят. А сегодня давайте пройдемся по тропинке Екатерининского сквера, вдумчиво вглядываясь в приметы суматошного прошлого. Интересный факт. Раньше
Екатерининского сквера не было, и весь транспорт подъезжал именно к самому водному каналу, там, где мы находимся сейчас. Здесь причаливали барки и баржи. Подъемные механизмы складов Адмиралтейства без устали тягали ценные грузы. А эти столбы молчаливо рассказывают историю разрушенного моста. Кто по нему ходил, о чем размышлял, глядя на Андреевский собор там, вдали, в створе канала? Какого призрака прошлого подкинуло вам воображение? Кстати, воображение туристов, судя по отзывам в интернете, порой рисует на том берегу тюрьму, огороженную рвом с водой. А мы подкинем для вашего воображения лихих призраков прошлого, пробегающих по проплывающим мимо баржам. Переносимся в 1903 год, меняем разрушенный мост на вот этот, родной, советский. В 1903 году его построили для прохода к строящемуся морскому собору, жемчужине нашего города. Он был разводной. Сначала назывался якорным, а после революции стал советским. И представляете, его разводили на горе прохожим с 9 до 10 часов утра и с 4 до 5 часов вечера для прохода барж. По обеим сторонам канала скапливались толпы. А особенно смелая и вечно опаздывающая молодежь с риском для жизни бросалась на проходящие по каналам баржи и перебиралась на противоположную сторону. Разумеется, под ругань матросов. В 30-х годах движение барж прекратилось. В 1972 году мост разобрали, а в 1974 открыли движение по-новому, неразводному. Продолжаем следить за появлением уже ставшей для нас такой родной улицы Советской. Обратимся к северной части этой улицы, к этому полному жизни и современного духа параллельному миру, к этой точке кипения с плазменными телевизорами, застаренными фасадами и капучино с собой в руках у прохожих. Добрая половина этой стороны улицы, от Гостиного двора до площади Рошаля, была создана для того, чтобы всем предполагаемым переселенцам из Петербургского Адмиралтейства было где жить. И здесь снова невозможно удержаться в пределах одной улицы. Посмотрим шире, выше, чтобы увидеть этот воистину уникальный памятник Екатерининской эпохи, самый образцовый военный городок России тех времен. Одновременно со строительством Адмиралтейства кипела работа по возведению этого ансамбля офицерских и служительских флигелей. Как мы видим по чертежу все того же Михаила Ветошникова, 4 офицерских флигеля тянулись вдоль канала. По бокам их были дворики с конюшнями и каретными сараями. Перпендикулярно им были выстроены служительские флигеля. Между служительскими флигелями совершенно идентичные службы. Все флигеля трехэтажные, по-военному строгую геометрическая четкость, лаконичность, композиции и архитектуры, исключительная прочность, которая уже проверяется кронштадтцами около 230 лет. Для экономии строили, цитата, на голландский образ из кирпича, не обмазанным снаружи, то есть без штукатурки. Вот он прообраз современного стиля лофт. И, внимание, ключевой момент в становлении нашей улицы. Вот здесь, между служительскими и офицерскими флигелями, пролегала Екатерининская улица. Этакая скромная прабабушка советской. 26 июня 1834 года. Знаменательная дата для героини нашего выпуска. Почти что день рождения. Николай I во время своей поездки в Кронштадт увидел большой потенциал в пространстве между обводным каналом и офицерскими флигелями и повелел главный проезжий проспект обустроить именно здесь. Офицерские флигеля он приказал перестроить чистыми покоями на юг, а черные комнаты устроить на север. Для осуществления идеи Николая I архитектор Эдуард Христианович Аннерт составил проект 2 новых офицерских флигелей. К 1838 году их построили, но чистовая отделка завершилась лишь к 1843. Здания немногим отличались от первых флигелей, спроектированных Ветошниковым. Фасады были также лаконичны и типичны для позднего классицизма. Одно из нововведений – это полуциркульное завершение у окон 2-го этажа. К
К 1858 году перестроили по аналогичному проекту и первый, второй и четвертый офицерские флигели. Что из этого вышло, это мы уже можем увидеть собственными глазами. А вот третий флигель постигла совершенно особенная судьба. Но об этом мы расскажем во второй части нашего выпуска. Итак, Екатерининская улица стала большой, очень большой. Ведь по воспоминаниям современникам расстояние от обводного канала до флигелей называли безобразным. И поэтому Екатерининский сквер стал удачным архитектурным воплощением на этой улице. Придал Большой Екатерининской ее окончательный зеленый и уютный вид Фадей Фадеевич Беллинсгаузен. Вы знаете, что этому отважному первооткрывателю мы обязаны не только Антарктидой. Он был главным командиром Кронштадтского порта, военным губернатором, да еще каким. По словам некоего Нордмана, служебные занятия поглощали его время совершенно, так что казалось, он не имел даже время для отдыха. Но нет, его теплая душа требовала еще усиленной деятельности другого рода. Он думал о меньших братьях наших, матросах, положение которых он желал значительно улучшить. Лишь только денная служба деятельного адмирала была покончена, возвращался он и к другой любимой им идее – изыскать средства украсить этот служебный город, где только можно было, деревьями и зеленью. Да, Фадей Фадеевич был знатный садовод, и слава Кронштадта как очень зеленого города во многом состоялась благодаря Беллинсгаузену. Екатерининский сквер тоже идея адмирала. Он был разбит в период с 1839 по 1843 год. Каждый день тысячи кронштадтцев ходят по этому чудесному, но очень длинному парку, совмещая передвижение по делам с прогулкой под сенью дубов, кленов, елей и каштанов. Памятник Фадею Фадеевичу Беллинсгаузену был спроектирован скульптором Иваном Николаевичем Шрёдером. Пьедестал спроектирован Ипполитом Антоновичем Манигетти. Посмотрите, на постаменте фамилия адмирала прописана как Беллинсгаузен, то есть высечена на одну букву больше, чем написано в печатных текстах. Дело в том, что добрейший Фадей Фадеевич в свое время сам предпочитал избавлять русских людей от необходимости ломать язык. Но автор памятника решил все-таки держаться ближе к оригинальному написанию фамилии адмирала. В парке в 1979 году установлен и памятник Петру Леонидовичу Капице. И место выбрано не случайно. В советское время дважды героям обязательно ставили памятник на родине. Петр Леонидович провел детство в деревянном доме на противоположной стороне обводного канала. Как раз напротив и установили памятник лауреату Нобелевской премии по физике. В этом выпуске мы рассказали вам о том, как появлялась улица Советская, как возникла ее геометрия, даже при участии императорских особ. А в следующей части нашего выпуска мы расскажем вам о каждом доме на северной стороне улицы. И это будет очень интересно. До встречи!